Друзья, рады приветствовать вас на нашем канале. В этот раз в лесу было красиво, но мороз поджимал крепко, поэтому Матвею не хотелось слишком долго бродить по зимней тайге. Лесник полюбовался, как причудливо лег снег на ветви елей. В детстве Матвей любил приглядываться и старался угадывать, что пыталась изобразить снежными узорами зима. Но, видимо, детское воображение сильнее взрослого. Мальчишкой Матвей даже сказки сочинял, глядя на засыпанные снегом ели, а теперь только нашел две ели, похожие под сугробами на белого двугорбого верблюда. Матвей уже собрался уходить домой, как услышал рычание и возню за ельником. Он осторожно обогнул деревья, достал бинокль и присмотрелся. Картинка была не для слабонервных городских жителей. Два волка недавно загнали довольно крупного лося, насытились и, похоже, пытались спрятать в снегу излишки мяса. Но некто маленький и шустрый пронюхал, что здесь идет большой пир, и теперь пытался отвоевать у волков добычу. Драка разгоралась нешуточная. Интересно, кто это? Удивленно подумал Матвей. Это не лисица и не барсук, да и с какой стати лиса сама полезет в драку с волками, тем более, барсук. Для медведя зверь был слишком мал, хоть и было в его повадках что-то медвежье. Росомаха осенила Матвея. Росомаху на своем участке он еще никогда не видел. Да и вообще Матвей никогда в жизни не встречал в живой природе этих загадочных. От своего деда Матвей знал, что росомаха – представитель семейства куньих, и она является санитаром леса. Матвей, конечно, рисковал, но он все же сбросил лыжи и залез на дерево. Волков он здесь не боялся, а вот росомахе ничего не стоило забраться по толстому стволу и убить его своими мощными когтями. Матвей старался не думать об этом, у него все-таки с собой ружье есть. С дерева полянку, на которой дрались волки и росомаха, было хорошо видно. Один волк был очень крупный и сильный, а второй – помельче и послабее. Тот, который был меньше, ретировался сразу, как только росомаха пару раз куснула его за ляжку. Большой волк отдавать свою добычу просто так не хотел. Сперва казалось, что волк побеждает росомаху, завалив ее на лопатки, но ловкая росомаха, как акробат, повисла у него под брюхом, обхватив лапами мускулистое тело своего противника. Потом она извернулась и впилась острыми зубами в морду волка. Хватка у росомахи покруче, чем у питбуля. Видно было, что волк уже не думает о своей добыче, готов отдать ее росомахе, лишь бы та поскорее отцепилась. И росомаха отцепилась от морды волка. Он пару раз чихнул и побежал прочь, изо всех сил делая вид, что потерял интерес и к своей добыче, и к конкуренту на добычу. А росомаха принялась за тушу убитого лося. Матвей, повидавший виды, был шокирован, увидав росомаху в деле. Он был наслышан о боевом нраве этого животного от знакомых охотников, но не ожидал, что зверь окажется настолько крут. Ты с ума сошел, она бы могла достать тебя на дереве. Всплеснула руками Маргарита, жена Матвея, когда он рассказал ей о схватке росомахи с волками. Ну, Маргарита Сергеевна, не сердись, я же вернулся, и потом у меня ружье с собой было прихвачено, подмигнул он Маргарите. Как будто ты бы смог убить росомаху, с укором сказала Маргарита Сергеевна. Скорее всего, не смог, ибо она прекрасна, пафосно произнес Матвей, прекраснее, чем я. Прищурилась Маргарита. Нет, конечно, любимая, прекраснее тебя нет никого и ничего на свете, серьезно сказал Матвей и влюбленно посмотрел на Маргариту Сергеевну. Вскоре произошло нечто интересное с этой росомахой. В субботу Матвей, как всегда, организовал у себя баню. В гости приехал его друг, ветеринар Никита. Жена Никиты, Наташа, работала медсестрой в районной реанимации и в этот день дежурила, и Никита на баню приехал один.
У Маргариты, жены Матвея, было какое-то мероприятие с учениками, и она до вечера была занята. Друзья в мужской компании оторвались по банному делу, как следует, от всей души. Между заходами в парилку Никита и Матвей посиживали в предбаннике за столом, где были выставлены различные охотничьи деликатесы и потрясающего вкуса квас, приготовленный руками Матвея по специальному фамильному рецепту. Матвей рассказал Никите о том, как видел на своем участке росомаху. «Да ты что?» – эмоционально воскликнул Никита, «я же фанат этого маленького, кровавого убийцы, как ты его приложил?» – рассмеялся Матвей. «Это я его еще ласково», – подмигнул Никита, «ты просто не представляешь, на что он способен». Слово за слово, и мужчины договорились побродить вместе по зимнему лесу в поисках дикой росомахи, а почему бы не завтра? «У тебя выходной, Наташа после работы отсыпаться будет», – предложил лесник. «Все, решено, завтра идем искать росомаху», – обрадовался Никита. Росомаху оказалось не так легко найти. Матвей отвел Никиту и на то место, где происходила битва росомахи с волками. Потом друзья покружили по лесу, но так ничего и не нашли. Вдруг в тишине зимнего леса послышался плач ребенка. «Мне кажется, или где-то ребенок плачет». Напрягся Никита. Матвей недоуменно пожал плечами, и друзья поспешили в ту сторону, откуда доносились странные звуки. Что ж, на сей раз опять сработала поговорка на ловца и зверь бежит, это плакала росомаха. Только зверь не бежал на ловца, а, скорее, лежал на снегу и кричал. Росомаха попала в старый браконьерский капкан, что делать будем? Спросил Матвей, она же к себе не подпустит. Никита тем временем уже достал из своего рюкзака ветеринарный пистолет, стреляющий дротиками со снотворным. На удивленное выражение лица Матвея ветеринар махнул рукой. «Всегда его таскаю с собой, ни разу еще не пользовался, вот и случай представился», – ворчливо пробубнил Никита. Никита попал с первого раза, чем даже удивил Матвея. Друзья подождали, пока росомаха уснет, спокойно подошли к ней и вытащили бедолагу из капкана. Зверьку повезло, росомаха не сломала лапу, пострадал только коготь, к сожалению он, скорее всего, уже не отрастет, но я не уверен, вздохнул Никита. Главное, что больше ничего не сломано, констатировал Матвей. Никита осмотрел росомаху с большим интересом. Оказалось, что это был самец. «Ну, хватит уже с ним обниматься, давай оттащим его в безопасное место, отойдем и понаблюдаем, как он будет выходить из наркоза», – сказал Матвей. Друзья не только перенесли росомаху, но и замаскировали ее ветками и припорошили по краям снегом, чтобы никто из зверей ее не заметил. Отойдя на безопасное расстояние, Никита и Матвей залезли на дерево и через бинокль наблюдали, как росомаха выбирается из-под веток. Сперва она слегка пошатывалась, но быстро пришла в себя и закосолапила вглубь леса. Друзья, благодарим за прослушанный рассказ. Будем рады вашей любой обратной связи, будь то это лайк или комментарий, а если вы еще не подписаны, скорее подписывайтесь. Переходите в профиль, у нас много интересных историй спасения животных и не только.